Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Как хорошо, когда в доме есть запасы различных вкусных солений. В прошлом году я делилась с вами рецептом приготовления квашеной капусты в рассоле. И все, кто ее готовил, остались очень довольны. Такая капуста бывает готова через 3 дня. А сегодня предлагаю вам рецепт быстрой маринованной капусты по-малакански, которая уже через сутки становится по вкусу один в один, как квашеная. Этим рецептом со мной поделилась продавщица на рынке, которая уже много лет торгует различными соленьями, в том числе и капустой. Итак, приступим. Для начала приготовим маринад. В кастрюлю наливаем 2,5 литра воды и всыпаем по полстакана соли и сахара. Стакан у меня объемом 250 мл. Все хорошо перемешиваем до растворения соли и сахара. Отправляем кастрюлю на плиту и доводим рассол до кипения. Это действие осталось за кадром. Тем временем подготовим овощи, белокочанную капусту и морковь. У меня большой кочан капусты весом почти 3 килограмма и 2 моркови общим весом 300 граммов. Морковь натираем соломкой. Я использую терку для моркови по-корейски. Хотя ее можно нарезать ножом или натереть на обычной крупной терке. Вот таким образом. Капусту шинкуем тонкой соломкой, так как вы обычно нарезаете для борща или когда квасите капусту. В отличие от квашеной капусты, для которой подходят только поздние сорта, в этом рецепте можно использовать даже кочаны с зелеными листьями. В любом случае, после приготовления готовая капуста получится идеально белая. Для удобства перемешивания перекладываем овощи в большой таз. Добавляем 1 чайную ложку перца горошком и 5-6 лавровых листов. Все хорошо перемешиваем, при этом капусту мять не надо. Перекладываем ее в эмалированную кастрюлю объемом не менее 5 литров, в которой будем мариновать. Тем временем рассол хорошо закипел. Вливаем в него полстакана 9% уксуса, перемешиваем и горячим маринадом заливаем капусту. Слегка ее утрамбовываем, чтобы она полностью погрузилась в маринад. Устанавливаем сверху небольшой гнет и оставляем на кухне на столе на одни сутки. Спустя сутки хочу показать вам, какая получается капуста. Она очень аппетитно выглядит, прекрасно сохраняет форму. Как я и говорила, становится абсолютно белой и красивой. По вкусу капуста очень похожа на квашеную. Уксус совершенно не чувствуется. Она слегка кисленькая, в меру соленая, хрустящая, вкусная и полностью готова к употреблению. Хранить такую капусту можно в любом прохладном месте в течение нескольких месяцев в той же кастрюле, накрыв ее крышкой, или переложив в подходящие банки или пищевые контейнеры. Подают капусту с луком и маслом или используют так же, как и квашеную, готовя из нее щи, борщи, салаты, винегреты, начинки для пирогов, вареников и так далее. Готовьте с удовольствием и кушайте на здоровье. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, если вам понравилась эта капусточка, не забывайте ставить лайк. Я рада, что вы готовите по моим рецептам, оставляете свои отзывы и задаете вопросы в комментариях. Если вы случайно попали на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и вам уже все интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, тогда вы точно не пропустите новые видео. У меня на канале есть и другие рецепты различных заготовок, в том числе из капусты. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина, до новых встреч и интересных рецептов!